Здравствуйте, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Телец. Таро прогноз. Что скрыто? Тайна, что прояснится? Знаки судьбы, чего вы пока не видите, а это случится. Таро прогноз на декаду на 10 дней с 1 по 10 ноября. Что происходит за вашей спиной и что прояснится с 1 по 10? А я бы сказала, не только в первую декаду, а скорее это будет более длительная дистанция. Именно 9 ноября планета Уран меняет знак. С 7 июля и до 9 Уран был в знаке зодиака Близнецы. И для нас это своего рода подсказка на последующие 7 лет, которые начнут, или события, которые начнут происходить или разворачиваться после 26 апреля 2026 года. Ну и поэтому есть смысл вернуться к видео позже. Мы можем пока чего-то не видеть, не знать или предполагать одно, а тут будет связано с прояснением некоторых жизненных ситуаций. И нам придется как и адаптироваться, так и организовывать новый порядок своей собственной жизни. И пусть это более длительный период, длительная дистанция, но квинтэссенция, и она будет происходить именно в первую декаду. Поэтому и если мы так вот немножко позже даже, да, посмотрим, подумаем, взглянем на какой-то вопрос или проблему, мы поймем, что ведь и правда. Пусть это какая-то информация, которую мы услышим именно с 1 по 10, или для кого-то это ваше собственное решение относительно чего-то или кого-то, кстати. Такое для тельцов очень может быть. Но вот для вас наступает тот период с 9 числа, как коридор возможностей. Но до 9 или, может быть, это уже плюс-минус, уже нет таких рамок жестких, все рамки условны. Вы можете как раз, как и сами, принять решение по какому-то вопросу или по конкретному человеку. Или к этому будет вам еще помогать получение какой-то информации. Итак, давайте с вами узнаем. И первые 3 карты, как 3 знака судьбы, того, что скрыто, того, чего вы пока не видите, о чем вы пока не догадываетесь, но это случится или произойдет. Первый знак судьбы. А чего это я так открыла? Ну ладно, будем прояснять. Первый знак судьбы – деньги, мои дорогие. С одной стороны, карта эгоиста, но это как знак судьбы. Вам сейчас отчасти нужно думать о себе и финансовой составляющей. Значит, с одной стороны, такой, знаете, здоровый эгоизм, честолюбие, есть какая-то ваша задумка. Вот этому нужно посвятить внимание или уделить внимание. Посвятить, может быть, больше времени. Потому что это каким-то образом связано с решением финансового вопроса. Вот деньги или материальное благополучие, которое не на общее благо, отнюдь нет. Вот нужно думать о самом себе, тельцу, именно так. Почему-то открыла автоматически, кстати, эту карту, хотя хотела рубашкой вверх положить. Ну, значит, так тому и быть. Спонтанно пошло наше видео. Мои дорогие, вам себя надо сохранять. И, кстати, деньги вы получите, но это какая-то более длительная траектория. Если мы говорим до конца года, вот вы сейчас, может быть, с 1 по 10 ноября, вот что вы не видите, скрыто. Может быть, у кого-то деньги задерживаются. И вы их получите. Это имеется в виду заработанные деньги. Вы можете, кстати, что скрыто, с 1 по 10 ноября в таких энергиях пребывать, когда вот это критическое мышление отчасти может включиться по отношению к самим себе по максимуму, потому что вы поймете целесообразность, может быть, больше внимания при каких-то математических подсчетах. Или больше уделить внимание, когда вы подписываете документы, и не взять на себя какие-то обязательства. Не быть втянутым в какой-то продолжительный, может быть, союз, который от вас потребует вложений. То есть вот и такие моменты. Мы ведь говорим о том, что скрыто, и это так или иначе взаимодействует с финансовой сферой. Поэтому, если это документ, или пусть это устная договоренность, важные встречи, самому себе не навредить. Потому что наступает какой-то период ресурсности, и вот, видимо, по максимуму эту ресурсность, та, которая есть. Но то, что вы имеете, нужно как бы переложить на длительную дистанцию. Все то, что я говорила. Это вот такой первый знак судьбы. А это второй знак судьбы, чего вы не видите, откроем чуть позже. И третий знак судьбы, чего вы не знаете, а это случится или произойдет.
Так вот, давайте будем узнавать, достанем следующую карту. Вот это тайное, что прояснится, с чем это будет связано, к чему быть готовым, Тельцу. Что уйдет? Или что завершится? Или от чего вы откажетесь сами? Может быть, приведете к какому-то уже балансу. А что придет взамен? Что нового спешит на ваш порог? Кто или что? Может быть и так. И по основным сферам жизни. Чего ждать? Любовь, личная жизнь. Чего ждать тельцам? Сфера финансов. И чего ждать тельцам? Это работа, согласование, документы важные, встречи, контакты, бизнес или личное дело, у кого что. И если первый знак мы открыли, второй знак судьбы. Что тайное станет явным? Вот точно, тут тайное. Какая-то тайна. Может быть, мало-помалу так это и проясняется. По сути дела, это 1000 неопределенностей по аркану Луна. У кого-то тайное касается личной жизни, взаимоотношениях. Может быть, какие-то договоренности были во взаимоотношениях, а вот оно что-то не пошло. Есть вероятность с 1 по 10, либо вы сами, кстати, примете решение, либо у кого-то вопросы будут касаться непосредственно дома, вашего жилья. Место безопасности, мои дорогие, вот это тоже идет по этой карте. Знак судьбы, я должна об этом сказать. Избегайте толпы. Избегайте даже, когда вы в каком-то обществе, мои дорогие тельцы, находитесь и идет вокруг вас спор. Двое спорят, а третий будет виноват. Поэтому самосохранение, побыть эгоистом определенно стоит, чтобы не дать себя втянуть в те дела или вопросы, которые вам не нужны. Ведь по аркану Луна мы не выбираем ничью позицию. Мы как будто проходим, знаете, осторожно ступая, но уверенно. Какой-то темный такой достаточно сумеречный период, когда непонятно, как действовать. И поэтому мы должны сохранять себя. Вот это «ступай» осторожно, но уверенно. Искусство мелких шагов. Не примкнуть никакой как бы группировки общественности. Это тоже будет самосохранение. По аркану Луна, да, это тоже как толпа. Это тоже, как, знаете, может казаться, есть выбор, а по факту тут не вместо, а вместе вам как что-то объединить. А у кого-то это знак судьбы. Может быть, это, знаете, с кем-то вы не согласны. Ну, предположим, я так в общем обрисую ситуацию. И, может быть, вам даже что-то надоело до чертиков. А тем не менее, мои дорогие тельцы, ну вот и не время от чего-то отказываться. Но сделать это как-то более гибче, более мудро, может быть, и более хитро. С одной стороны, вы пока еще с 1 по 10 не можете все разрешить. Какая-то неопределенность, она у вас, увы, продлится. Ну, в принципе, и планетарно-то ведь тоже так. С 9 ноября по 26 апреля Уран, возвращаясь в ваш знак, если до этого наломал дров Уран за 7 лет пребывания предыдущего, да, у многих из вас вообще вся жизнь перекроилась или перевернулась наизнанку. Но вот теперь вы будете понимать, зачем это нужно. Но это не происходит и не за 10 дней, и не за один день, и не за месяц. А это будет история, ну, такая на полгода, считайте, когда вы шаг за шагом вот и будете наводить и порядок, и организовывать. Вполне я такое допускаю. Когда то, от чего вы отказывались прежде, будет единственным вариантом к взаимодействию или к решению вопроса. Поэтому, ну, не время говорить никогда. Никогда не говори никогда. Телец, тебе придется еще какой-то период, повторяюсь, но где-то вот так вот жить с осторожностью, хочется сказать. Такой знак судьбы. Давайте я достану, тем не менее, дополнительную карту, немножко неожиданно. Аркан Луна всегда сложно трактовать. Так накапливается ваша сила. Будьте дипломатами, потому что, ну, вы, кстати, люди и правда дипломаты, вы очень лояльны. Телец – надежный друг, надежный семьянин. Это сильный человек и карта силы буквально. Но ведь вообще-то прообраз по этой карте – это Солнце в Деве, критическое мышление, будем говорить. Мы уже прошли этот этап, оставили его в прошлом, но, видимо, вот это ваша сила, когда вы явно будете с чем-то не согласны или что-то вам будет не нравиться. А придется договариваться, мои дорогие. Половина лица девушки напоминает львиную гриву.
А лев – это всегда где-то прообраз нашего эго. С одной стороны, карта эгоиста тут тоже, знаете, есть точно те вопросы, когда вам нужно что-то применить, употребить или просчитать с пользой для себя самих. Но, может быть, и не быть таким безоговорочным эгоистом, быть гибче, понимаете? Но с позиции безопасности, вот это критическое мышление исследовать или расценивать, или исследовать какой-то вопрос, да, как вы будете поступать дальше. Ну, точно, вот ведь тоже вот эта договоренность какая-то, или когда вот нам по аркану Луна, пусть не в этой колоде, в классических колодах всегда две башни на аркане Луна изображены. И в центре где-то как отблеск вот этой лунной дорожки по глади водной. Так вот, нам не в ту башню и не в эту, и не вправо, и не влево, а нам в сторону Луны. Прямо, как будто между пройти. И пусть оно вот где-то в согласованиях держится. Тут есть у вас два старших аркана. Это всегда те события, которых мы никогда не изменим. Это внешнее, либо это люди, персоны, либо еще и обстоятельства вашей жизни. Согласовать что-то вам придется. И пусть это будет не нравиться, а это может быть для кого-то единственным вариантом решить тот или иной вопрос. Ну, точно договариваться придется с каким-то человеком, мои дорогие. Может быть, это есть какое-то взаимодействие с конкретной персоной, и это касается именно финансов. Может быть, даже это личная история любви, семьи. И тут тоже, так знаете, 50 на 50. С одной стороны, ваше участие, но разумное участие. И, может быть, даже если приходится пересмотреть и что-то, как отказать или сказать кому-то нет, то это надо делать. Ну, как Марк Твен сказал, правду нужно подавать элегантно, как пальто, а не как мокрое полотенце, да, так по лицу наотмашь. Нет, вот именно для этого вам нужна, мои дорогие тельцы, дипломатия. Договариваться придется. Старший аркан еще один. Поэтому, наверное, нам сразу и сказали, да, ты прерогативу какую-то собственную, телец, должен сохранять, но действовать гибко. Сепарация только иллюзия. Начни настаивать и создашь конфронтацию ненужную, а потом тебе, возможно, или придется обратиться к этому человеку, или ты потом можешь пожалеть, что, так ведь бывает, да, нам как экзамен жизнь тогда устраивает и возвращает ровно ту ситуацию, в которой был конфликт. И у вас, кстати, такие дежавю могут быть. И причем они у вас могут быть месяцев на 6. Это факт. Потому что пока вот Уран этот порядок вам будет помогать наводить. Но это вам больше нравится. Вот это ваша сила даже в каких-то сложных ситуациях. Посмотрите, какие прекрасные энергии. Мои дорогие, для вас нет ничего невозможного. Было бы желание, и вы тут решите любой вопрос. Где-то через дипломатию. Тайное, что прояснится. К чему быть готовым. Какой-то информации, мои дорогие, к решению конкретного человека, конкретной инстанции. Может быть, получению важной бумаги или важным согласованием, которым вам придется пройти. Точно тут прояснится какая-то или белиберда, или путаница, это факт. Точка в чем-то будет поставлена, но это, скорее всего, что-то будет и продолжено. Но по тузу жезлов я часто говорю, эта карта, как знаете, предвестник какого-то жизненного этапа, когда наша жизнь делится на период до и после. И вот, значит, вы еще какое-то время проходите, но, видимо, с 1 по 10 ориентиры становятся более четкими. Может быть, и поэтому такие противоположные карты в значениях. И Луна, беречь себя нужно, и, то, что вам дорого, может быть, определиться с вашими приоритетами не без этого, потому как потом и выбор, тут дважды какой-то выбор, и по тузу жезлов, что мы возьмем с собой в будущее, а что мы оставим за плечами. Что уйдет или что завершится? Правда, вы сами можете уйти, вы можете переехать. Но если мы так в целом говорим, к чему мы идем, раньше была чаша, как искусственный очаг, искусственный огонь. Наша девушка оставила и идет к солнцу, к светилу, к ясности, к победе, к пониманию. Идет налегке. Это все то, что я только что сказала, мои дорогие. Вы сами будете определять, что вы будете завершать. Тут, понимаете, у вас такое время наступает, когда это вы серый кардинал, это вы манипулятор где-то. И вам необходимо быть в таких энергиях, потому что
еще 1000 неопределенностей. Это нужно и себя беречь, понимаете? Начни-ка ты настаивать, что вот есть два мнения, мое неправильное, да, ну вот как мы часто говорим по аркану император. Почему я так говорю? Потому что девятка чаш. Иногда, вот если здоровый эгоизм, тогда помогает. А если мы уперлись или расслабились, наоборот, сказали, не, вот теперь у нас все хорошо. Вот теперь пойдет вот так вот, как вот уже что-то стабилизировалось. Вот эта карта дает стабилизацию. Но вам ни разу не успокоиться. Она дает возможность. И потом еще какой-то вы будете принимать важный шаг. Подготовьтесь к тому, что у вас что-то может происходить неожиданно. Может быть, это как раз известие, и у вас неожиданная дорога, какие-то перемещения. У кого-то поближе, а у кого-то и далеко. Вы тут можете, как и сами от чего-то отказаться, и словно качество жизни свое перевернуть. Именно потому, что так сделать необходимо. Это не от вас отказываются, нет. Это вы сами, скорее всего, какая-то длительная история, когда нам что-то надоедает. Или когда, знаете, может быть, это была связана для кого-то из вас вот такая долгая история, когда, ну вот нас водили за нос, или мы с чем-то соглашались. Возможно, мы и хотели что-то осуществить, но рано или поздно наступает период ясности. И мы уже понимаем, что, ну нет, вот есть определенная правда, и словно мы несколько подзастряли. Да, идет по этой карте, знаете, словно мы-то уходим налегке, но может сопутствовать некоторая печаль, сожаление. С одной стороны, от чего вы откажетесь? Ведь эта карта, она где-то подразумевает как, ну, такой страх неизвестности. Потому что мы ведь идем налегке и во что-то новое. Поэтому сомнения не могут быть. Но может быть еще и как изменение направления. Может быть, мои дорогие, у кого-то это может быть как что завершится. Сожаление и тоска по конкретному человеку у вас завершится. Особенно в отношении меня смотрят люди из разных стран, которые пережили некоторые, да, там, где война, там, где разруха, там, где вообще не разбери, пойми что. И вы могли уже столько страданий пережить. Ну, как-то легче становится, понимаете? Отпускает вот эта внутренняя боль. Вот это завершится, уйдет. Понятно, не в один момент, но с 1 по 10 вам как-то легче на душе будет. Я, по крайней мере, в это верю. Может быть, это будет еще и с новостями какими-то связано, даже внешними. Вполне вероятно. Но, мои дорогие тельцы, постепенно все равно вы набираете темп. Итак, а что придет взамен? Что нового? Кто или что спешит? Мир, мои дорогие, вот пусть будет мир. Мир во всем мире. Мы когда-то раньше даже не предполагали, что значат эти слова. А теперь мы хорошо знаем. Каждый из нас мечтает о спокойной жизни, о достатке, о благополучии, о теплом уютном доме. А может быть, путешествиях, которые связаны не с вынужденным перемещением, а когда мы узнаем культуру, когда мы узнаем другие традиции. По аркану мир сбываются наши мечты, мои дорогие. Да, какой-то итог вы будете подводить. Кто или что спешит на ваш порог. Да это вы сами можете куда-то спешить, потому что кто-то поедет очень далеко или кто-то на что-то решится. Но если мы рассматриваем карту как завершение, то, может быть, даже некоторые юридические вопросы тоже где-то спешат закончиться в каком-то правильном ключе, чтобы вот этот мир, ясность, понимание, взаимопонимание воцарились. Или кто или что спешит на ваш порог. Примирение, мои дорогие. Вот это тоже может быть. Все-таки мир– это согласие в семье, в доме. У кого-то это тоже будет. Вот с учетом аркана Луна. Ведь это иногда наши близкие, дом, как я говорила. И домочадцы, и стены буквально. Завершение некоторых вопросов, которые именно касались вашей личной жизни. И это будет то, как начало нового какого-то жизненного этапа. Но это то, что вам нравится. Это больше душевного покоя, какой-то определенности. Вот это новое, что спешит буквально на ваш порог или в вашу жизнь.
Чего ждать в любви, в личной жизни, тельцам, император? Вот тебе здрасте. Ну, вообще-то ждите императора. Но вот как раз по императору есть два мнения, мое и неправильное. Кстати, мои дорогие тельцы, это можете быть вы сами. Да, вот эта карта эгоизма, она как раз может в этом где-то и проигрываться. Вам, знаете, это может напоминать, или это может быть вызвано позицией, когда вам что-то надоело. Вы люди лояльные, вы люди очень часто, когда можете, по крайней мере, многие из вас, самопожертвование такое в отношении близких, родных и уж понятно детей, младшего поколения. И, может быть, на какой-то период вы согласились. А здесь вы можете тоже так подумать, если это у вас дома такой император, который вам диктует что-то, как генерал на параде. И тогда вы придете к выводу, что что-то я расслабилась. Личная жизнь и взаимопонимание, когда умеют люди смотреть в одном направлении, это не само по себе как бы приложение к интерьеру, и люди не приложение друг к другу. У каждого какие-то свои задачи. Но это может быть и человек другой, вот, да, как я уже говорила. Или, знаете, ну, я тут вижу, договариваться все равно придется. Может быть, какая-то история вашей личной жизни, она будет связана с подписанием важных документов. Все-таки аркан императора – это власть, это сила, это структура, это какие-то инстанции, смена статуса. У кого-то смена статуса, мои дорогие, может быть оформление отношений, хотя у кого-то и в обратную сторону, да, если уже ваш союз де-факто, он уже прекратился, да, а де юре еще будет существовать. Значит, вы тут можете пересматривать соглашения, контракты, в том числе и брачные. Это будет касаться именно вашей личности. Для кого-то из вас эта карта будет говорить о согласованиях, которые касаются вашего дома. Посмотрите, сколько у вас старших арканов. Давайте мы достанем дополнительную. Это чего ждать в любви и в личной жизни. Тройка мечей. Тройка всегда карта будущего. А вот смотрите, тройка мечей тут, правда, вы можете сами что-то как завершать. А для кого-то наоборот. Возврат человека, который вам как раз добавил вот таких эмоций когда-то прежде. Вот это сердце, обратите внимание, в этой колоде четко прорисовано. Оно уже не болит. Но это очень сильное разочарование. Разочарование может быть в человеке. Может быть в каком-то вопросе, который у вас не получалось осуществить. Но с этой карты начинается наша сила. А может быть какое-то ваше решение. И если прежде мы пропускали это через эмоции, а теперь это карта здорового равнодушия. Вот, может быть, это как раз вам и дает вот эту гибкость, когда вы уже, ну, вообще никаких эмоций по какому-то вопросу не испытываете. Либо по вопросу, либо по конкретному человеку. И вы тут можете принять соломоново решение. Плюс-минус у каждого своя ситуация, что нет, вот пока, может быть, мне нужно как-то провзаимодействовать. Период ведь не заканчивается. Мы говорим, что тут что-то все равно. Вот когда придет срок, оно подведется к итогу. Поэтому вы можете быть как мудрый император. Вы поставили перед собой цель, и вы понимаете, что на данный период времени именно с этим конкретным лицом или с лицами, инстанциями вам еще придется взаимодействовать. И вы знаете, у вас все получится. Потому что вот именно пережитый опыт вам не дает себя разрушать внутренне через разочарование. Да, вот эти шрамы нам показаны, они будут ныть словно на погоду, но они будут ныть ровно тогда, когда нужно, чтобы мы еще раз не совершали какую-то ошибку. Но, может быть, и вы стоите перед выбором, рядом аркан влюбленные, по какой-то личной истории, когда вас кто-то очень разочаровал. А что это значит? Да, какая-то была первая победа, какое-то разрушение было, мои дорогие. И теперь вы находитесь на выборе. Так, а что теперь будет происходить? Ну, вы как идете вперед, в будущее. Всегда это карта жизненного экзамена. Вот вы как проходите экзамен.
Может быть, кто-то будет встречаться с конкретным человеком. Или к вам конкретный человек какой-то приедет. Вы сами можете куда-то отправиться для того, чтобы что-то согласовывать. Но это, знаете, карта заслуженного успеха и искусства первого шага. Вам на что-то нужно будет решиться. Это будет сделать совершенно необходимо по этой карте. Мы должны как будто решиться на первый шаг и отплыть от безжизненного берега. Вот если говорят, да, телец, то есть в чем мы допускаем ошибку? Мы очень часто не можем либо решить, либо решиться. Так вот, если в чем допускает телец ошибку? Он вроде бы и решил, да, уже понятно, а вот первый шаг сделать всегда тельцу немножко сложновато. Вот и решился вроде, а как это вот переступить вот эту пороговую черту? Вот что-то подобное вам придется решать. И что тогда? У кого-то может быть поездка, связанная с деньгами, с работой или работой над отношениями. Или решением, опять же, какого-то финансового проекта. Может быть, для вас совершенно необходима будет какая-то поездка даже в разведку. Вы проходите действительно вот после этой тройки мечей, смотрите. Еще одна тройка. Карта будущего, я сказала всегда. Так вот это экзамен. Либо кто-то буквально, мои дорогие, заканчивает курсы, получает какой-то документ, сертификат, вот, кстати, да, и для вас это новые возможности. Возможности заработка, кстати. Такое тоже может быть. Но есть еще нерешенные вопросы. Есть как что-то из прошлого вас как будто тянет назад. А для вас нужно, знаете, правильно с кем-то провзаимодействовать. Может быть, вам, я такое допускаю, какие-то контакты могут быть в каком-то проценте полезны, потому что тут я вижу все равно, ну, какое-то перемещение. Либо это с согласованиями, либо с какой-то важной встречей. От этого зависит будущее. И даже если будь то отношения или будь то работа, может быть, дорога в разведку, или когда вы сами детализируете какой-то вопрос, это касается вашей личности, мои дорогие. Это ваши задумки, цели и намерения где-то, вот, да? И вам это из каких-то своих мыслей нужно просчитать, перевести, может быть, на финансы, пересчитать и по финансам тоже, и на дальнюю траекторию разложить. Как-то так. Что ж там в финансах? Чего ждать? Снова нам говорят, как будто пройти вам с этими финансами придется, да? Над обрывом, мои дорогие. Знание – это сила. Вот, наверное, вы точно что-то... Или, может быть, это будет касаться того, что вы сами начнете изучать. Цифровые технологии или какие-то как новые формы взаиморасчетов, такое как электронные деньги, да? Кто-то будет осваивать ну, новые ресурсы, обучаться чему-то. Вот обучение или изучение какого-то вопроса, оно почему-то связано с деньгами, и вам это совершенно необходимо учесть. Знание – сила буквально. Как будто знание помогает нашей девушке пройти вот над этим обрывом. Вот посмотрите, по тоненькой жердочке держать баланс, не оступиться ни вправо, ни влево. Вам не вместо, а между, вместе как будто, да, баланс между какими-то противоположностями, понимаете, не окунуться чересчур в знак плюс, ну и в знак минус, вот как аркан Луна. Пусть вот эти два шага, это совсем не так много, но вам как-то нужно это очень правильно, как будто попасть на другой берег. Это касается финансов. Так что же тут с деньгами? Ну, может быть, поэтому мы с самого начала говорили. Вам придется по части финансов какое-то основательное решение принимать. Какой-то лабиринт у вас должен закончиться финансовый. И это будет, может быть, ну, как бы для того, чтобы этот лабиринт закончился, вам придется буквально что-то изучать. Или опробовать что-то новое. Или куда-то отправиться. Да, вам нужно именно стабилизировать какую-то ситуацию. Но деньги есть, деньги будут. И я говорила, что тут от того, как вы ими распорядитесь, будет какая-то дальнейшая траектория зависеть. Чего ждать? Работа, согласование, документы, какие-то встречи. Но вот не замечтайтесь, вот сразу говорит карта. У нас тут поросенок с крыльями, и мы знаем, свиньи не летают. И молодой человек нам в мечтательных таких энергиях показан. Он представляет, как он где-то окажется. И сердечко тут, да, вот мы о чем-то мечтаем, чего-то хотим, надеемся на лучшее. Мои дорогие тельцы, не время для эмоций.
Не время, даже если вас кто-то к чему-то призывает, или человек пытается на вас воздействовать именно через эмоциональную сферу, говоря вам что-то приятное, что слышать приятно нам, или говоря какие-то комплименты. Зрите в корень, не позволяйте себе замечтаться. Может быть, это какая-то даже сфера отношений. Если была проблема, она никуда не делась. Значит, нам нужно решить проблему, а не надеяться заново на того, кто нас может подвести. Вот буквально так. Что это означает? Неожиданно как-то тут. А правда кому-то куда-то ехать нужно? Вообще это карта будущего, будущего успеха. Может быть, нам хотят сказать карты. Ты вот тут не замечтайся. Будут эмоции, будут и какие-то помылки, ошибки, мои дорогие. А если без эмоций, вот так вот, трезвый расчет, холодная голова и дипломатия, то тогда ты тут все правильно расставишь по местам. Тогда и этот баланс, наверное, над пропастью, когда вот нам нужно словно идти к этому светилу, и совершенно необходимо, тебе будет сделать значительно проще. И есть и перемены, ведь это аркан перемен, мои дорогие. Все будет меняться. И аркан мир вверху. Но при этом мы бываем очень воодушевлены чем-то. И вроде бы воодушевление – это такие добрые эмоции, но иногда они одевают на нас розовые очки. Вот, видимо, держите как минимум марку даже не с 1 по 10 ноября, а до конца года, мои дорогие тельцы. А кто знает, может быть, это еще и до 26 апреля. Но мы еще много с вами раскладов сделаем за это время. Понимаете, что ваша жизнь, вот, видимо, самые первые какие-то основы основ, вы шаги проходите в этих основах с 1 по 10 ноября. И поэтому ждите каких-то добрых перемен. Ну и сами не плашайте, мои дорогие. Нельзя не зазеваться, не одеть розовые очки. Нельзя себя поставить под удар или под риск. Перекладывайте на себя, мои дорогие любимые тельцы. А я благодарю за то, что вы смотрите мои видео, за ваши душевные искренние комментарии. Я вас люблю. И вы будьте счастливы, будьте любимы всегда.